Ну что? Кто это тут? Кто это тут? Филоса. Филоса, пошли. Пойдем. Какая же сегодня красота. Вообще все в снегу, все деревья в снегу. Снег валил и валил, и валил. Очень много, очень долго. Идти даже тяжело. Сегодня 20 с небольшим градусов мороза. Я просто решила прогуляться по лесу. Поход не снимаю. Так как это однодневный, просто обычный поход, прогулка по лесу. Но решила немножко снять вот эту красоту. Пёса со мной там впереди бежит. Радостная такая. Небольшая поправочка. Утром было 20 с небольшим. Днем у нас сегодня гораздо теплее. Самое главное, нет сильного ветра, такой небольшой. Прекрасная погода, солнце светит. Очень красиво. Снежок иногда осыпается с деревьев и прям переливается на солнце. Такая лепота. Я вообще думала сегодня с ночевкой пойти, но у меня, к сожалению, не получается. Завтра дела не отпускают. Поэтому решила просто на день погулять, сходить. Сейчас какое-то время освобождала вот эту пихточку. Пихта у нас и так погибает. Жалко стало. Ее завалило деревьями. Дерево упало сухое. Видите, как ее наклонило. Я надеюсь, она выправится. Я ее освободила. На ней такое огромное бревно было вот это. Я еле-еле с нее вытащила его, это бревно. Вот, а оно еще было завалено вот этими всякими ветками, которые тоже сломались, когда дерево падало. В общем, вся эта пихта была завалена, кое-как ее расчистила. Ну все, теперь она свободна, может дальше расти. Я рада, что ее освободила. Снежок сыпется, хорошо, так красиво на улице. Посмотрите, какой лес красивый. Вороны каркают. Красотища. Люблю такую погоду. Хорошо, когда ветра нет. Небольшой морозец. Замечательно. Вон снег как сыпется. Здорово. Я сначала подумала, что нереально ее освободить, потому что она очень была прям завалена. И знаете, когда ветки за ветки цепляются, их очень сложно вытащить. Но я подумала, у меня пила, если что есть. Распилю. Но обошлось без пилы, дерево слишком сухое. И в некоторых местах легко ломалось. Где смогла, поотломала большие ветки. А самые огромные бревна кое-как вытащила с этой пихты. Такие дела иногда расчищаю, бывает так вот. Деревья. Жалко мне их. Им же расти охота, они живые. Если возможность есть, почему бы не расчистить? Все равно я гуляю. Времени у меня полно сегодня. Маршрут у меня несложный. За день километров 20-22 я за день пройду сегодня. Пёска, иди сюда. Никак на камеру она не хочет сниматься. Жопа рыжая. Лисья морда. Лисичка. Сегодня такая она довольная была, когда меня встретила. Радовалась, прыгала. А ее друган, кобелек, что-то не пошел сегодня. Постоял так, посмотрел и не пошел. Она вот пошла со мной. Вон, видите, как снег осыпается? И на солнце прям переливается, блестит. Смотрите, какая красота. Ай, как обожаю это. Красотища. Какие пихты наряжены. Никакого Нового года не надо. Ни праздника. Вот он праздник. Пожалуйста, в лесу, в тайге. Всегда праздник. Каждый день. При любой погоде. А когда такая погода,
Я не знаю, меня переполняет почему-то какие-то чувства. Аж такое, знаете, подкатывает. Слезы хотят навернуться на глаза от этой красоты. И вообще от того, что вокруг происходит. Казалось бы, ничего такого и не происходит. Ух ты, сова прилетела. А на самом деле все время что-то происходит вокруг нас. Нужно лишь это замечать. Уметь ценить, наслаждаться. Мы же живем в моменте. Вся наша жизнь — это момент. И этот момент нужно ценить. Нужно в нем жить. Уметь жить в этом моменте. Не прошлым жить, не будущим, а настоящим. То, что в данный момент происходит. А в данный момент происходит чудо. Вокруг такая красота. И самое главное — уметь видеть красоту везде так, чтобы она не приедалась. Замечать ее нужно. Многие, кто часто ходит в лес, походы, они до того привыкают, что они уже не замечают вокруг всего. И они не перестают ценить. Так же и не только в походной жизни, а вообще в принципе в жизни. Такие дела. Рука отмерзает, все. Смотрите, как дятел изрешетил. Почему-то именно снизу. Тут, наверное, очень вкусно. И вон еще одна такая сосна. Снизу дырки. Вот бы его так снять совсем близко. Вон еще снег осыпается. Ну так время от времени ветерок немножко подует. И снег красиво осыпается с деревьев. Ляпота. Вон еще. Вот такое я вообще очень люблю наблюдать. Можно вечно смотреть, как снег сыпется с деревьев. Особенно если он на солнце попадает и начинает переливаться. Как же красиво. Дерево тоже какое упало. Давно-давно здесь лежит. Очень старое, уже сгнившее практически. А смотрите, как дополняет картину. Особенно, когда его снежком присыпало. Намного эффектнее смотрится. Эпичнее, вернее. Вышла на хребет, смотрите, какая красота. Я не знаю, может быть, солнце засветит, но видно там, что там все деревья в снегу. Много-много тайги, море тайги, и вся она в снегу. Красотища-то какая. Пёса мне проложила путь, протропила. Я иду по ее следам. Снега вот здесь вот так. Ну, если маленько в сторону уйти, там поглубже. И это на хребте, его еще здесь не так много. На хребтах всегда снега меньше, потому что его ветром сдувает. Особенно на южных сторонах. Там еще и солнце пригревает, и ветром сдувает.
Господи, какая сегодня погода. Так жалко, что я с ночевкой не смогла пойти. Хотела испытать новые пуховые штаны, которые были куплены для ночевок зимой. Вот, хотела с гамаком пойти. Прям уже намеревалась пойти, но немножко планы изменились мои. И я завтра не смогу. Поэтому решила просто погулять. Вот здесь вот тоже молодые сосенки вон вырастали. Скоро тут будет густой лес. Но я не знаю, здесь они на склоне, получается, выросли. Возможно, выживут не все, какие-то попадают. Но какие-то останутся. Видите, как их снегом тоже присыпало. Затища какая. Просто куда-то прям далеко убежала. Я ее не вижу, но следы ее свежие, иду по ним. Хочу до Видовки дойти до одной. Оттуда посмотреть на Базаиху. Смотрите, какая картина маслом. Скальный такой выступ, присыпанный снежком. Сосны стоят. Там такие горы, тайга. И сосны. Молодые сосны, усыпанные снегом. А самое главное, тишина-то какая. Какое умиротворение. Аж дыхание спирает. Кстати, вы спросите, почему я не на лыжах, если столько снега? Лыжники у нас уже давным-давно на лыжах катаются. Сегодня 30 ноября, завтра, кстати, первый день зимы по календарю. А у нас зима начинается примерно с середины октября. Ну, иногда с конца, если повезет. И до середины апреля, а если не повезет, до конца мая. Как в прошлом году, вернее, в этом еще году. Весны вообще у нас не было. Холодно было до самого лета. И снег шел еще в апреле, прям валил как зимой. У меня даже где-то небольшой ролик есть. Не помню на каком канале. Вот, про лыжи. Во-первых, я не сильно... Ух, как там снег упал сейчас с деревьев. Какой огромной шапкой такой. Во-первых, я не сильно любитель лыж. Ну да, не такой уж я лыжник. Да, я хожу на лыжах. Но мне больше нравится пешком ходить. Знаете, вот на лыжах так вот не ощущается все равно вот это все. На лыжах быстрее идешь. И если тебе куда-то надо свернуть, зайти там, где лыжи не пройдут, там бурелом какой-нибудь, то надо постоянно лыжи отстегивать, снимать, на себе тащить, в гору там какую-нибудь, например, залезть. Какая ляпота. В общем, лыжи где-то дают, как сказать, открывают пути наоборот, да, там, где пешком не пройдешь зимой, а где-то наоборот. И вот я же знаю места, по которым хожу. Там, где без лыж не пройдешь, я хожу на лыжах. А там, где можно без лыж, я хожу без лыж. Мне так больше нравится. Да, бывает снега очень много. Бывает тропить приходится и по колено, и даже выше бывало. Кстати, с Петрухой мы ходили в прошлом году. Мы на лыжах ходили, но нам пришлось тропить. Мы на лыжах там не прошли. Во-первых, потому что у меня лыж нормальных-то нет. Лыжи отдал мне Петруха, они мне очень длинные. Я сама маленькая. Я 1,57 м всего. А лыжи у меня 1,90 м. И слишком длинные. И у меня обычные классические лыжи. Не везде в них походишь по лесу, по тайге. В таких лыжах, на лыжных стадионах кататься только. Ну и по таким простяцким местам ходить. Вот, эти длинные лыжи, они мне постоянно мешают. Они постоянно цепляются. Елочкой вообще в них не могу ходить, у меня пятки цепляются, потому что они длинные для меня. Вот. Ну а покупать лыжи, знаете,
Конечно, можно, да, но я не вижу смысла. Я на лыжах не настолько часто хожу, чтобы мне взять и купить хорошие, дорогие лыжи. А хорошие лыжи, они реально стоят очень дорого. Ну, а какое-то фуфло покупать подешевле, я тоже не вижу смысла, выброс денег. Поэтому довольствуюсь тем, что есть. Ох, сейчас мне тут круто вниз. Не знаю, передаст ли камера, какая тут крутизна. Фу, и какая красота. Я думаю, красоту все-таки камера передаст. Я, можно сказать, на небольшом перевале стою. Вот я поднялась, мои следы пёсины. И вот пёсины продолжаются. Она, коза такая, убежала, я ее не вижу вообще. Ладно, спускаемся. Оп. Хорошо, вообще не катятся ботинки. А вот еще скальный выступ тоже снегом засыпанный. Кого-то он мне напоминает. Какую-то птичку спрятавшуюся, нахохлившуюся. Видите, да, головка, клюв, не знаю. Видите ли вы, я вот почему-то вижу. Обалдеть, какая красота. Я чуть не упала. Вот и с этой стороны скалка такая. Солнцем освещенная, снегом присыпанная. Очень красиво смотрится. Вот так зимой. Снимаешь варежки, надеваешь варежки, камеру включить, выключить. Это у меня сегодня еще не полноценная съемка. Я сильно не бегаю. Ох, тут можно, по-моему, было на попу сесть и съехать. Гора такая крутая прям. Но если я съеду, то как я потом буду подниматься, если я сама же раскатаю здесь? Вот смотрите, думала сегодня просто погуляю по лесу. И вообще думала, не буду снимать, просто буду наслаждаться, ходить. Но я реально не могу не поделиться, когда вот погода замечательная. И такая красота. И ничто мне не мешает снимать. Я имею в виду, нет мороза такого, чтобы минус 30. Ветра сильного нет, руки так не обжигает. То есть все условия. Но я не взяла штатив. Но селфи-палку на всякий случай кинула. Зная себя. И вот, как оказалось, не зря. Такие дела. Ух, такая охота прокатиться. Дерево так полностью, так снегом засыпало. Ух ты, как я вовремя включила. Вот эту красоту я люблю, вот про это я вам говорила. Смотрите, как переливается снег на солнышке. А я включила вот это дерево показать. Смотрите, оно все прям белое. Каждая веточка полностью снегом его усыпала. Укрыла как одеялом. Ух, как хорошо же, а. Как хорошо. Да, жаль, конечно, ночевка пропала. В такую погоду, в таком лесу. Ну ладно, ни о чем жалеть не надо. Будут еще ночевки. Просто такая погода редко выпадает у нас в Сибири. Безветренная. Морозец есть, но небольшой. И главное, солнце светит. Просто погода удивительная. Смотрите, мои следы похожи на лыжные. Надо же, как я ровно иду. Как будто прям лыжник съехал. А это мои следы. Ровные такие. Вот с той горы я спустилась. Вот такой нормальный подъем обратно мне идти.
снег так интересно лег. Как гусеница или змейка. Как так получается? Ничего его не держит. Так интересно. Часто замечаю такое в лесу. Дятел разговаривает. О, какая пихта нарядная. Никаких елочных игрушек ей не надо. Пёса, я уже думала, ты ушла уже куда-то. Ее так долго не было. И следов ее не видела. Пёса, ты где пропадала? Уже и следы потом ее пропали. Но вот такая вот собака, она вот убежит куда-нибудь, там где-то лазит, шарится, думаешь, ну все уже. Она раз может вернуться, а может и не вернуться. Вон вся в снегу навалялась там, наверное. Пёса, ты где, сознавайся, где ты лазила? Ну-ка, зрителям сознавайся. Такая мордашечка, да? Ой, такая невинная мордашечка. Где? Где лазила? А, пёса? Где лазила? Сознавайся людям. Ты козявка. Ты козявка. Ну-ка людям покажись. Покажись людям. Ну, вот, честными своими глазками посмотри. Да, очень целуется она. Ой, целуется она такая. Ты целуешься, да? А, пёсочка. Такая милаха. Такая ты собака. Да, такая ты собака. Ты такая собака. Морда. Морда. Пойдем. Ой. У меня тут чалька небольшая произошла. Сломалась селфи-палка. Морозец-то все равно есть. Просто из-за ветра он не так ощущается. Вернее, потому что ветра нет. Ну, он есть ветер, но небольшой. И тут в лесу густом незаметно его. Ну и я стала складывать ее после съемки. Она у меня отломилась. Я и так сегодня снимать не планировала. Ну а теперь и вообще неудобно снимать. То есть даже не поставишь. Не знаю, может что-нибудь придумаю, конечно. В планах все равно съемки не было. Кстати, забыла поздороваться. Всем привет. Тропит мне путь. Она до этого куда-то вообще свернула, видимо, в горы. И где-то там носилась непонятно где. Вообще следов ее даже не было. А, бывает вот так сворачивает, вот, как сейчас, побежала. И убежит куда-нибудь там. Долго ее может не быть, а может и вообще все убежать вообще. И не вернуться. Ну, в смысле, вернуться потом на свое место. А ко мне может уже не вернуться. И вот всегда вот так не знаешь. То есть она убежит вот так вот в лес. И я не знаю, вернется она ко мне или нет. Чаще всего она, конечно, со мной заканчивает походы. Ну, то есть возвращается. Ну и были такие случаи не раз, что она просто убегала и все. Ну, а потом уже на место своего питания возвращалась. Такая собака свободолюбивая. Одиночка, такая же, как я. Короче, там косули стоят. Ёлки, их, наверное, не видно. Они стоят и надеются, что я их не вижу. Боюсь, что я пойду, и они побегут. Косули или моралы, не могу разглядеть издалека. Надеюсь, вам видно их. Одна или две. На меня смотрят. Одна даже что-то жует. По-моему,
Надеюсь, вы их видите. Плохо видно, потому что они почти с деревьями сливаются, а одна прям сюда смотрит. Да, их две, а может даже три. Не знаю, подпустят ли они меня немножко подойти. Главное не хрустнуть резко ничем. Короче, съемка будет такая, трястись, так как на приближении. Все, побежали. Побежали. Представляете, ё-моё. Ну, хоть так увидела. 2 или 3 их было. Ёлки, они у нас такие боязливые, их так тяжело выловить. Я часто вообще косуль вижу, моралов, каваргу даже иногда видно. О, даже ими запахло. Но их снять вообще почти нереально. Они у нас очень шуганые. Людей сильно боятся. К ним почти нереально подойти. А еще из-за того, что у нас не степи, не просторы, а тайга, их очень тяжело снять из-за того, что из деревьев, из-за густого леса их не видно просто, даже если они рядом. Вот сейчас они довольно близко были. Удивительно, что они сразу не побежали. Они обычно сразу хоп и несутся галопом. А сейчас такие стояли, смотрели на меня, смотрели, выжидали, что от меня ждать, видимо. И только когда я к ним двинулась, они решили бежать. Я надеюсь, там видно на камере. Я уже почти до Видовки дошла, поднимаюсь в гору. Фу, что-то подустала, уже есть хочу. Не знаю, буду ли я костер делать. Мне комбинезон жалко от костра испортить. Может, так посижу без костра, посмотрим. Ну, чай попью, я имею в виду. Вот я на Видовку выхожу. Ой, какая ляпота. Знаете, особенно в такую погоду, когда все в снегу и солнце, и все намного красивее. Совсем впечатления другие. Когда такое все замороженное. Вон она, базайка, замерзшая. На ней еще кататься на лыжах нельзя. Она еще не настолько замерзшая. Опасно еще. Можно под лед уйти. Что случалось с Алиной не раз. Ну, в смысле, не совсем под лед. Базайка, она не глубокая. Но проваливалась я несколько раз ногами. Красиво как. И вот эти даже упавшие деревья, они зимой, когда в снегу, дополняют эту красоту, картину эту, более красочно. Очень красиво. Обалдеть. Эта видовка называется Подкова. Надеюсь, вы догадались, почему. Потому что базайха в этом месте извивается в виде подковы такой. Вот такой полукруг делает. Поэтому Подкова называется эта видовка. Я люблю сюда приходить. Очень красивый вид. Спокойствие, тишина. И не так часто люди здесь бывают. Бывают, ходят, но не так часто. А особенно сюда, к этой видовке, дорога лежит через очень красивый смешанный лес, но больше хвойный и достаточно густой местами, а местами более открытый. Вот как там, где я на хребте вначале была, там виды тоже шикарные. Вот, а потом сюда выходишь на видовку, здесь тоже такой вид. Я тут и летом, и весной, и осенью, и зимой была. Вот здесь даже стоянку небольшую я делала. Но ее потом убрали, сломали. Вот одно бревно только осталось. Ну и правильно, мне кажется, здесь, конечно, не надо она. Не нужна стоянка. Потому что если люди здесь будут приходить и жечь костры, они быстро тут все испортят. Пожар можно устроить. Правильно, стоянка тут не нужна.
Я сейчас с таким огромным трудом установила камеру. Надеюсь, она не упадет. Решила вот тут на бревнышке посидеть. Чай попить. И решила не жечь костер. Не нарушать здесь покров костром. Да и надобности такой нет. Погода хорошая. Одета я тепло. На удивление я не замерзла. Обычно все время мерзну. Опа. Перекушу, чаек попью. Конечно, хотелось бы лепешку на костре согреть. Ну ладно. Тут вон косули ходят, моралы. Не буду их пугать дымом. Обойдусь. Сегодня обойдусь без костра. Хотя, знаете, обычно в походы, особенно зимние, я без костра не хожу. Всегда костер жгу. Потому что мерзну. Да и костер, это, знаете, тепло такое. Сразу как-то уютнее становится. Оп. У меня, кстати, на рюкзаке вот столько значков. Вот такие. Там, где я побывала. Значки, конечно, не везде можно купить. Но я покупаю еще нашивки. А с нашивками еще сложнее. Их вообще сложно купить. Я тут специально на солнышке села, чтобы меня еще и пригревало немножко. На кота сейчас снежная шапка упала. Он стал еще красивее теперь. Сойка прилетела, но и не видно там в кустах за ветками. Соек у нас не так часто тоже можно увидеть, и особенно снять. Они у нас тоже людей боятся. Вон она сидит. Я сначала думала рябчик сдалека, а она потом ближе подлетела, смотрю, сойка. Пока я сидела, пила чай, прибежала пёса. Я его угостила вкусняшками. И она пошла потом сюда легла и лежит, меня смирненько так ждет. Да, пёса? А, пёса? Кто меня ждет? Он всегда вот так делает. Если я на какой-то стоянке там останавливаюсь, она вот найдет себе местечко, ляжет в клубочек и ждет. И с ночевками также ночует со мной. Да, пёса? Да, пёса? Ну чё, пузо подставишь? Подставишь? Выглядывает, а? Подставишь свой пузо? Собака? Собака ты такая. Ой, ты как она балдеет. Балдеет собака. Да? Лапки свои сложила, рыженькие. Дай пузика почешать. Пузика тебя почешать. Мордяшка. Че, пойдем? А? Или тут жить останешься в лесу? Пёсок, кстати, каждый день в лес ходит. И одна ходит, и с кем-нибудь ходит. Да, пёска? Раньше она любила с туристами гулять, не знаю, сейчас гуляет, нет. Но больше всего она со мной любит ходить. Пошли.
Все, прилегла. У нее, кстати, шерсть такая хорошая. Подшерсток хороший. Она вообще не мерзнет, ей даже жарко. Она вот на снегу лежит, ей вообще нормально. Она даже не трясется. И она всю дорогу бежала, снег ела. Она пьет так, снег ест. Потому что жарко ей было. Ты что, спать собралась, красавица? Не, пойдем. Пойдем. Пошли, пёска. Идем. Такая коза, вот она все время вот так делает. Вот я сейчас пойду, и она меня догонит. А когда я ее зову, именно со стоянки, вот она приляжется так хорошо. Место она лежит, она не хочет уходить даже. Вот, все, побежала. Ой, потягушки, потягушки, жопка рыжая. Пошли. Пошли. Пойдем. Тропи мне дорогу. Пёска. Жопка рыжая. Лисичья морда. Опять что унюхала, побежала. Наверное, косуль. Не в ту сторону, потому что пошла. Но вообще туда. Что-то я посидела, пока чай попила, замерзла. У меня сейчас очень опасный момент. У меня же сломан этот. Селфи-палка-то сломалась. Я сейчас умудрилась как-то установить прям на сломанный телефон. В общем, одно неверное движение, телефон в снег упадет. Это не есть хорошо, потому что воды он у меня не терпит. Что-то посидела, короче, подмерзла. Надо идти двигаться. Костер не стала жечь. Так у костра было бы тепло. И да, кстати, я шла на эту видовку поесть и попить чай. Именно так. С красивыми видами. Ну и по дороге полюбоваться красивым лесом. Подышать свежим воздухом. Окунуться в природу. Слиться. Единое целое с ней. Насладиться тишиной, таинственностью леса. Вот этим единением. Понимаете, с природой. Да, для этого я хожу в лес. Вот не планировала сегодняшний поход. Абсолютно снимать совершенно не планировала. Ни зарядки, ни штатива, ничего не брала. И в итоге вот чего-то наснимала для второго канала. Такие дела. Боюсь так рукой трясти. До встречи на моих каналах. Ставьте лайки. Обязательно подпишитесь. Всем пока-пока. Опа! Ничего себе! Под конец меня осыпало снегом. Вот эта шапка упала. У меня, наверное, там полный капюшон снега. Ладно, все, рука задубела у меня. Выключаюсь. Ох, мне сейчас подъемчик предстоит. Такой хороший. Ну ничего. Налегке, это не сложно. Вот помню, я здесь свой велосипед тащила. О, весело было. Это у меня был велопоход. Но я тогда не снимала. Не было у меня еще канала. Все, мы с Пёсой преодолели этот крутейший подъем. А там еще один будет, но тот уже не такой мощный. Вот тут, кстати, завалы такие.
столько деревьев поваленных. Хоть избу строй. И когда снегом это все присыпано, очень красиво смотрится. Вот и второй подъем. Ну да, он, конечно, тоже крутоват. Ну, камера, конечно, не передает градус. А вот там потом повыше, там вообще будет крутой подъем. Я совсем забыла про это. Вот так лес отвлекает от таких моментов, что забываешь, что потом подниматься в такие крутые подъемы. Вон там видно, скала чуть-чуть торчит вот туда мне, наверх. Нормально так набор высоты. Подъем идет. Мы тоже идем. Все нормально. Не такие подъемы поднимались. Да, пёса? Да, пёса? Пёсе хорошо, у нее 4 ноги, а у меня 2. Она быстрее идет. Да, пёска? Ты быстрее идешь? Но он еще успевает сбегать в разные стороны. И носом в снег зарыться, и вернуться. Ой, тут все круче и круче реально становится. Подъем такой. Я вспомнила про велик-то. Вот здесь я вообще с ним умирала. Да, тяжко было. Фу. Кстати, было один раз такое, что я вел затаскивала прям вот, я не знаю, там реально градусов, 70, наверное, точно было. А может даже 75. Есть у нас такая гора. Не буду я название говорить. И вот в эту гору мне надо было вел затащить. Мне надо было ее перевалить, эту гору. А я на вельке была. Ну, это было вообще что-то с чем-то. Я тоже тогда не снимала. Ой, в какие походы я только не ходила. Куда я только не таскалась. А канал завела-то я гораздо позже. Ему только будет 2 года, моему каналу. Еще даже нету. Ну, я имею в виду основному. А про этот-то канал я вообще молчу. Он совсем недавний. Да он так, знаете, почему его и назвала Ленина каша, что туда буду кидать то, что не кондиция, так сказать. То, что так для души наснимала, как попало. Когда не планировала снимать, когда с кем-то. Или даже там, может быть, что-то из жизни будет, из моей. Вот такая каша именно. О, какая пихточка. Они все равно сейчас все отсыпятся. С сегодняшнего вечера и потом еще дня 2, а то и больше будут ветра. Все это осыпется. И чуть-чуть потеплеет у нас. Поэтому не жалко стряхивать. Потом еще насыпет. Им тяжело такой снег большой держать. Он тяжелый, он поэтому и осыпается везде. Красота такая. Ох, такая охота обсыпать вот это вот величие. Иногда-то можно же побаловаться. Особенно тогда, когда сосне тяжело держать. Это сосенка. Я что-то решила сначала, что это пихточка. Это сосенка, оказывается. Так засыпала ее, что даже не видать. Давай, сосенка, освобождайся. Тебе легче будет. Какое великолепие. И вон там, смотрите, сосны, их уже все, снег осыпался, сдуло. Потому что ветер уже начинается потихоньку. Сдувает то там снег с деревьев.
И в итоге скоро он осыпется весь. Дятлы стучат то там, то там. Птичка какая-то прилетела, я даже такой не знаю. Свист такой не знаю. Красиво свистит. Поднимаюсь уже последний, заключительный самый подъем. Самый крутой. Вы не представляете, чего мне стоило, каких трудов поставить сейчас камеру, когда я осыпала сосну. Но мне так хотелось это сделать, именно заснять это. Очень крутой подъем. Пытаюсь не съехать вниз обратно. Вот. У меня же сломана селфи-палка. Мало того, что палку и так приходится в снег втыкать, она еще и сломана. И на ней телефон совсем не держится. И он у меня 2 раза в снег упал. Это не есть хорошо, я уже говорила. Но в итоге я добилась своего. И каким-то макаром установила камеру. Вот так вот бывает. А вы спрашиваете, кто снимает? Я снимаю. Сама себя. Сам себе режиссер. И актер, как мне сказали. Но я себя актером уж никак не считаю, потому что актеры, они играют роли, а мне нравится снимать все как есть. Фу, все, ес, наконец-то я поднялась. Фу, теперь там еще будет совсем небольшой подъемчик подальше, и все, потом только вниз все время. Фу, километров, наверное, 4-5 вниз. Вот. Косулин след и пёсы. Пёсы и косули. И мой. Вот они, 3 следа.